Вышел от этой семьи. Замечательная просто семья. Чувак работает автомехаником. Еще у них какие-то бамбуковые поля, как я понял. Вот, постирался, помылся. Поел, накормили завтраком. Лапша с овощами, очень вкусно. Ну и сейчас я направляюсь на какую-то проселочную дорогу. Пробую застопить там. Ну а может вернусь на трассу, не знаю. Идет небольшой дождь. Посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Здесь автостопить это, походу, вообще гиблое дело. Потому что автобусы ходят каждые 5 минут. Местные стоят, ждут автобусов повсюду. Я думаю, вряд ли здесь кто-то остановится. Шел, задолбался идти. Вписался в автобус. Высадили меня довольно скоро, как и следовало ожидать. И высадили у полицейского участка. Шоплифтинг по-китайски. Это вам не в тапки срать. Сейчас я чувствую себя в полной безопасности. У меня есть немножко еды. Мой пауэрбанк заряжен полностью. Чтобы чувствовать себя в безопасности, мне нужно всего ничего. А я иду опять по деревне. Бесконечные деревни китайские. Очень красивые. Рисовые поля, горы. Очень красиво. Когда туман был с утра, казалось, действительно, здесь можно встретить дракона где-то в переулках. Очень красиво. Не влюбиться в красоту китайских деревень просто невозможно. Надо прошерстить китайский кинематограф на предмет фильмов с локацией китайских деревень. Потому что здесь действительно можно снять какую-нибудь серьезную драму. Это будет смотреться просто шикарно. Застопил тачку, но, видимо, это все-таки возможно. Но я-то совсем недалеко. Ну, проезд у меня уж совсем недалеко, только я успел это сказать, как я практически сразу высадили меня. Вот, а так, вот здесь я иду опять по как бы типа деревеньки какой-то. Ну, тут в Китае инфраструктура вообще не уступает тайской. Здесь, конечно, нет такой сети, как 7-Eleven, но в каждой вот такой вот деревеньке есть супермаркет, есть всякие кафешки, есть обязательно магазин телефонов. Да, в общем, много чего здесь есть. Даже в самых вот таких вот глухих местах, далеко от хайвея, далеко от городов. Ну и здесь каждая деревушка выглядит как город. Как у нас, как город. Остановился передохнуть. Бабушка дала мне пару бананчиков. Офигенно. Застопил тачку. Еду не знаю куда, но еду. Что ж такое сегодня? Везут прям очень недалеко. Но везут, подбирают. Наконец-то я вышел на более или менее большую дорогу. И здесь надеюсь застопить какую-нибудь тачку уже подальше, чем сегодняшнюю. Нет, это не сено, как могли бы кто-то, как мог бы кто-нибудь подумать. Это рис, дамы и господа. Я знаю, как его сбирать с этих колосьев, потому что делал это в Дэнчае. Что-то я чертовски устал. Но больше всего меня напрягает тот факт, что мне еще пилить и пилить. Пилить и пилить. И, возможно, я не успею доехать за месяц до Лонга. Так что, думаю, числа 20-го, если я проеду мало, займу денег на билет до дома. Потому что, ну, если не успею, что здесь? Штраф платить, что ли? Сейчас еще
досадно очень. Вчера вышел на эту... Вышел с этого хайвея на обычную трассу. Подбрасывает меня всего ничего. Большинство я иду. И зря я вообще свернул, потому что это обычная трасса, она идет как-то в обход так. И, ну я нифига, короче, не продвинулся, можно сказать, за этот день. И, наверное, завтра я тоже нифига, то есть не продвинулся, скорее всего. Нужно быстрее возвращаться на хайвей. И тот факт, что я нифига не продвигаюсь, а столько хожу и теряю столько сил. Печально. Заступил в тур, офигеть. Не знаю куда. Едем. Дальнобой машины в одном флаконе. Ехали сначала на грузовичке, теперь едем на машине. Не знаю, куда он везет, но мы уже доехали до ближайшего города. Он довез меня до автобусной станции, оплатил мне автобус до ближайшего еще одного города, куда я направляюсь. Когда мы ехали, он сказал, что типа вот он едет в Зеджонг, а это, он называется город, короче. Зеджонг северный, это, по-моему, в мою сторону. И мы, когда мы уже подъезжаем к этому городу, заехали, я вижу, что он едет не в Зеджонг. Говорю, ты типа в Зеджонг точно едешь? Он такой, типа, нет. Ну ладно, окей, я тебя довезу. Ну и вот так вот довез, посадил на автобус. Вышел на трассу в 9 часов под покровом ночи. Я снова на родименькой G85. Поел дошика где-то в магазине, где заваривают чай. Мне что-то пытались сказать, но я сделал свое дело и вышел на трассу. Теперь осталось найти место для ночлега здесь, а это не так-то просто. Такое вот местечко нашел прямо посреди трассы, около развязки. Собираю палатку. Дождик немножко накрапывает, надо валить. Думал, что под билбордом будет бетонная плита, нифига. Хотел найти ровное место, ну в итоге здесь просто нормально, в принципе, на траве. Самое оно. Прокрывался на этот хайвей, вернулся на хайвей, и никто не останавливается. Я уже хочу вернуться на обычную трассу. Тем более, что сейчас обычная трасса не объезжает, а идет примерно вдоль хайвея, то есть по такой же траектории. Единственная проблема, что хрен слезешь с этого хайвея. Буду искать выходы. Перепрыгнул через этот забор и оказался вновь на обычной трассе. Блин, теперь я понимаю этих чуваков, которые с сумками забирались на грузовые поезда, это реально тяжело. Перепрыгивать через всякую хрень с сумками. Хоть здесь меня тоже никто не берет. Но здесь хотя бы люди есть. Можно набрать воду легко, найти. И как-то веселее идти. Разглядывать дома всякие. Деревеньки. А так вообще, конечно, интересные чувства. Начинает перекрывать по-летому. То отчаяние, безнадега какая-то. И плюс еще бессмысленно. Ну то есть непонятно, зачем я это все затеял. Какого хрена вообще я это делаю? Иду где-то в Китае. Мне еще целых 4000 километров пилить. И такое ощущение, что я не успею. Просто, ну не успею. Придется занимать деньги. Ну, посмотрим. До 20 числа посмотрим, где я буду 20 числа. Там как раз останется где-то неделька. Добраться до ближайшего города, если что. Если вдруг снять бабки в банкомате. Если нет, то... А если доберусь, то доберусь, это будет отлично. Доехал на какой-то колымаге до Нейджинга. Ну, колымага такая, типа мотик, и сзади прицеп. Вот. Блин, что-то с ним общались, он мне все-таки высадил на автобусной остановке. Я ему говорил, нет, автобуса не надо, но все-таки меня высадил. И поехал дальше в мою сторону, блин. Я думал, он уже все останавливается. Ну, короче, ладно. Будем искать выход из города здесь. Ну, вроде недалеко отсюда.
Просто на мотике вообще. Офигенно. Прикольный город, Нижанг. Пока шел по трассе, кстати, видел баннер с этим городом. И там вот эта вот река по центру, прям по кругу идет. Сегодня воскресенье. Люди гуляют, рыбачат. Уютно здесь. Есть тут свой трешачок. Но, видимо, оттуда людей уже переселили. Что-нибудь типа этого. Панелечки по-китайски. А я иду на трассу. Думаю пойти не по хайвею. Потому что на хайвее, ну блин, стоп не работает. На обычной трассе стоп работает. Хотя я не понимаю, как мне удалось проехать чуть ли не 1000 километров по хайвею. Но он все-таки, видимо, работает как-то. Я не могу понять, как. Нужно попадать на эти зоны отдыха. Но попасть на них не так-то просто, они не часто встречаются. И их нет на карте, что самое поганое. Это тоже пешеходный мост. Китайцы, кстати, все по-разному выглядят. Кто на кого похож, ну, я не знаю, сколько процентов китайцев в Китае, интересно. 99? Нужно знать о пешеходном движении в Китае. Есть надземный переход, но большинство им пренебрегает, идет просто по дороге. Ну и здесь машины медленно ездят по всему городу, можно переходить дорогу, прямо как в Вьетнаме. Решил возвращаться на хайвей, потому что автостоп, наверное, одинаково, то есть тачки останавливаются, не останавливаются. Очень редко одна там за весь день. Зато на хайвей ты уезжаешь на 200-300 километров, а здесь на 50, ну, в лучшем случае. А часто вообще там на 1 километр. Поэтому по этой трассе я, конечно, никак не успею. Буду держаться хайвеев теперь. На улице идет дождь. Не хочется разбираться из палатки. Поставил его в бамбуковом лесу, типа. Всю ночь шел дождь, и сейчас идет дождь, блин. Не знаю, что делать. Чуть до трассы надо идти через траву, весь мокрый, вода, ужас. Опять меня никто не берет. Вчера посмотрел, была ровно неделя, как я в Китае. Я преодолел 1400 километров за эту неделю. Если так дело пойдет дальше, то я успею. У меня осталось еще 3600 км. Сейчас была возможность выйти на обычную трассу. Но я все равно остался на хайвее в надежде, что меня кто-то подберет на длинную дистанцию. И у меня закончилась вода. Тяжело. Очень тяжело. Не могу поверить своим глазам. Я застопил тачку на трассе. Я шел по трассе с 8 утра, 3 часа, где-то 3-4 часа. Никто не останавливался. Я шел, увидел, что рядом есть зона отдыха. Думал ножик заварить. Шел до нее 2 километра. Иду, все, дошел до нее. И там был как раз поворот на обычную трассу. Я дошел, думал, мечтал о дошике. Дошел. И она была закрыта, эта зона отдыха. И я подумал, у меня не было воды, я подумал, так, что же делать? Идти, обратно возвращаться на сельскую дорогу, либо продолжить свой путь по хайвею. Я продолжил путь по хайвею, и не зря, я все-таки застопил тачку.
только я, короче говоря, вышел из тачки, остановился Егор. И вот я еду до Маньяна, но... Ну, короче, это не баджонг. Это немножко в обход. Ну, пофиг. Оплатили мне такой вот завтрак, сами не хотят есть. Сейчас приступим. Застопил еще одну тачку. Точнее, она сама остановилась, он сам остановился. Не знаю, куда едем, но едем. Ехали с чуваком. Я смотрю, он не туда что-то вообще поехал. Думаю, выйду, да, ну, высади меня, показываем, он меня высаживает. Я иду обратно, и я понял, почему он туда поехал. Я ему показывал город изначально, куда я еду, и он ехал, видимо, в этот город. Просто та трасса, которая мне нужна, которая там, обычная дорога, она не работает. И я сейчас увидел баннер, пока шел в обратную сторону, что он обход не работает, и туда машины не едут. Вот я, мудак, просто просрал тачку, просто вышел из нее, а она ехала, скорее всего, туда, куда мне и надо. Ну вот до чего я докатился, и где я еще не ночевал, так это под мостом. Думаю, здесь поставить палатку, здесь более-менее ровное место. Не так уж плохо пахнет, там плохо пахнет, и место неровное. А здесь зато немножко палево, да ладно, думаю, ничего. Ничего страшного, наверное, одну ночку здесь смогу провести в сухости, наконец-таки. На улице весь день шел дождь, весь день очень маленькими каплями пробирался до моей кожи. Я, когда заехал в город, проапгрейдил свои ботиночки, попросил 2 пакета в магазине, мне дали. И я сделал водонепроницаемость моих ног, потому что ноги мерзнут, но сейчас так тепло. Но кроссовки насквозь мокрые, конечно. Тяжело.